Ну так что там, идешь, нет? At Blizzard have missed this so much. 4 years. It's been 4 years. You know what I say to that? That's too damn long. YouTube залагал почему-то. Я нажал начать трансляцию, он не запускал ее. Странно. Ну ладно, погнали. Defenders of Azeroth. And gamers everywhere, welcome! Welcome, welcome. Странно. Ютубчик залагал. Sharing what we're working on all the time. But to share it in person with all of you. Чё ждёшь от Blizzard? Не знаю, посмотрим. Blizzcon. О, этот Некрит, что ли? Или как там его? Похож был лысый парень. Не Некрит, как там его? Неважно. Контент-мейкер какой-то. Ну давай, покажи нам что-нибудь. 10 тысяч. Вау. Кучу бабок заплатили, кстати, чтобы попасть на Blizzcon. BlizzCon, please help me welcome everyone watching from around the world. Когда будем смотреть атаку? Ну, она же завтра выйдет. Ну, так как на завтра запланировано кое-что. А именно Жужуцу Кайсен. То послезавтра получается. We're here to show you the Blizzard we are today and the Blizzard we are becoming. But BlizzCon isn't just about the latest updates from Blizzard. Ну. It's all about you. Ну. Players are at the forefront of everything we do. Конечно, да, игроки важны. Это что, сейчас волк тема идет или просто реально игроки важны? Игроки, разработчики, фанаты. Все любим играть. Ага, ага. Guildmate. Окей, окей, друзьяшки. Сыт в уши, пока да. Сейчас навесывание лапши пока идет, но я не вижу. Хардкор, бла-бла-бла. Ты фан Близов, да? Да. Фанат. Warcraft люблю. В основном Warcraft. Thanks to my experience playing Blizzard games over the last 25 years, I've met most of my best friends from all over. Как тебе рефорж? Давай не будем. Не надо рефорж. Не надо. На фоне Хонкай... Не, ничего нету на фоне. Хонкай завтра. Нереально, на фоне ничего нет вообще. Ничего. BlizzCon truly is about all of us, as players, as equals. Просто дышу копиумом, надеюсь, что-нибудь покажут достойное. Фон ОБС это? Ну, блин. Да-да-да-да, там сзади картинка Хонкая. Ну, если кто-то лучше что-нибудь может предложить, скидывайте. Только не 18+. Лучше, чем пустая черная тьма, так сказать. Окей, он молодец. Ну, я же сказал, что завтра стрим будет. Ну, ладно, прошел, нет проблем. Баг работает, да? Ну, понятно. Я думал, не работает.
Все еще навешивание лапши, кстати, идет. О, да, Близы теперь часть Микрософтов. Сделка завершена. О боже. Там сейчас было это... Человек, простите за мат. Там скорее существо было, пудж на колесиках, блин. Не надо таким гигантом быть, не надо. Я вот жиробас, стараюсь похудеть. Не надо до таких размеров-то разжиреть, блин, вы шо? Не надо. Подумайте. Чё? Чё? Чё сказал? Крис? Метсон? Филя. Эй, Филяха. Вот он выкатился. Эй, Филька. Спаситель игростроя всего. Он же владелец микромягких подразделения игрового. Фил Спенсер. Йоу. Ей. Красавчик. Красавчик. Первый раз говорит. Боится. Да ладно, Филь, ты чё? Все свои, все геймеры. Он в ответе за Майнкрафт? Нет. Моджанг, именно, как его, забыл, как там, разработчик Майнкрафта. Но Моджанг часть микромягких, так что по факту да. Ща покажут. Ща покажут. И их нету. Никого из тех, кто пионером был в Близах, давно нет уже. Диабло. Что-то тиховато было в зале. Чё, Старкрафт? Варкрафт? А, Старкрафт? Опять YouTube начинает, спасибо, Blizzcon? Возможно. Я прошу прощения, если лаги будут. Но всегда запись останется. Фанат Vampire Survival, да. Not only reimagine gameplay, but also the representation possible in class-based shooters. Blizzard's influence is everywhere. And because of its enduring legacy and phenomenal revolutionary development, with a care and a craft that is incredibly rare in this industry. Our commitment at Xbox is to bring more great games to more players. Больше игр, больше игроков. А теперь Blizzard часть Xbox. Все игры в Xbox Game Pass. Давай, Филька, давай, скажи это. Все игры Blizzard бесплатно в Xbox Game Pass. А Майк стоит сзади все еще. Не ушел со сцены-то. Creating new, never-before-seen experiences, and uniting players globally in new ways. In Azeroth, in Sanctuary, ну, конечно, коробка. Все про коробку и Game Pass. It has been a privilege to welcome the teams at Blizzard to Xbox. Добро пожаловать в Xbox. Теперь это Blizzard Xbox. Добро пожаловать. Ну давай. Ну покажите уже. Да, будущее ярче некуда. Столько всего нового сейчас покажут. Сейчас, пацаны, сейчас мы просто утонем в контенте. Давай, Филя, презентуй. Начинайте сразу с бенгера. Сейчас пойдут бенгеры за бенгером, ребят. Скриньте. Отлично. Всем удачи, те, кто на Близконе. Спасибо, ребят. Ну что ж, Майк, давай. Ты у нас CEO Близзарда. Это был Фил Спенсер. Йоу. Так.
Свободный, говорит. Ну-ну, Activision это все еще часть. Следующая глава Blizzard. Ну что ж, давай. Очень серьезно. Серьезнее некуда. Только лучше и лучше. Начало новой эры. Best of ever best. Давай. Новые друзья. Старые друзья. Майк, как его? Крис Метсон. Старые друзья. Спасибо команде Близов. Ну. Йоу! Эй, йоу! Ну говори, Майк. Говори, слезки наворачиваются. Нервничает Майк. Недавно стал просто, ну относительно недавно. Просто реально 3 года не было Blizzcon. Это первый Blizzcon после провального в 19-м, по-моему, или когда там был Blizzcon последний. Крайний. Поэтому нервничает. Reforged 2 ждем всем селом. Да уж. Самые легендарные вселенные. Креативная свобода. Путь вперед. И у всех одна цель. Лучшее ожидание. Спасибо за все. Ну пока не за что. Давай посмотрим. Давай. Анахейм. Любим, говорит, говорить с разработчиками, с игроками, извините. Говорить-то да, слушать вот надо. Потому что они слушают, но не слышат. Спасибо, спасибо. От всей глубины. Как там было-то? Как там говорил-то этот чувак? From my heart, или как там он говорил уж? Ну вы поняли, короче. А вот это Blizzcon. Вот это настоящий Blizzcon. Ну покажи уже что-нибудь. Ну все. Наши ребята, наши люди, все Центнер плюс. Наши пацаны, настоящие геймеры, седые, бородатые, старые. Скуфы. Давай, покажи уже. Добро пожаловать в Blizzcon. Ход с моба хотят. Ну сейчас посмотрим. Ой, овердрочь. Оу, ноу. Оу, ноу. Новый трейлер, что ли? Господи, людей-то зачем показывать? Да убери ты людей. Господи. Ну покажи уже. Что там? Overwatch 3, ребята, скриньте. Overwatch 3 анонсируют. Я уверен в этом. Overwatch 2 не получился, Overwatch 3 точно получится. В этот раз точно, ребят. This time for sure. Так, ребят, никогда не играл в Overwatch, и, скорее всего, не буду, но если сделают попабельных баб и по ним сделают Rule 34 контент, заценим. Потому что Мерси, потому что... Кто там еще? Это Widowmaker, Tracer. Вот эти 3 очень-очень хороши. А кому-то, кстати, Мэй нравится еще. Тоже ничего, кстати. Крупненькая такая, на любителя. Вот. А, это просто про турниры и так далее. Overwatch. Мертвая игра, кстати. Ну попробует воскресить. Overwatch 2 Reforge был бы лучшим, наверное. Хотя нет, Overwatch 3 было бы лучше. Overwatch 3... А, нет, 2, окей. Итак, на сцене... Аарон Келлер. Вау. Ну давай, покажи. В Overwatch 3? Hello, BlizzCon! Привет, BlizzCon. Ever since we first revealed Overwatch in 2014,
you have grown this universe into something truly unique and beautiful. Every single day we see millions of players jumping into Вот Мерси вижу, да, вот Мерси. Это, я знаю, не знаю, как ее зовут. Непопулярный персонаж в правило 34. Вот Мерси, да. And it has been such an incredible year. Since then, великолепный, говорит, год был. Знаю всю подноготную, год был ужасный для Overwatch. А это новый персонаж, который лисица, да? А это я хз кто. Тишина в зале при этом. Да, наши игроки, мы заботимся о вас, заботимся. Да. Так, пожалуйста, продолжайте покупать так лутбоксики, пожалуйста. О, господи. Хз, что за персонаж, хз, что за персонаж. Ну, конечно же, радужные флаги повсюду. Конечно, новые миссии для героев каких-то. Just want something a little different? We've run April Fools and released a dating sim, an actual dating sim, Lover Watch. Listening to your feedback is important to us, and it's driven the team to look at changes to some of the core systems of the game. We've been hard at work on an overhaul of our competitive system. And we'll get into that a bit today and a bunch more over the course of Blizzcon. Зря начали с Overwatch, кстати. Надо было с бенгера сразу начинать какого-нибудь. Хреново. Плохое пока что впечатление. As much as we're able to show you coming next year. And boy, do we have some fun things to talk about. So let's get into it. Ну покажи, давай, что там. Давай. Ну. To share our first big announcement, I am honored to introduce the art director of Overwatch, Dion Rogers. Кто? Арт-директор. Окей. Что же они покажут? Вот вам новые карты, вот нам дорожная карта. Пожалуйста, продолжайте играть в Overwatch 2. Кто ты? Давай уже, показывай. Иди дальше. Говорит, работал давно над этой игрой. Великолепная компания. Круто, Blizzcon. Классная игра, замечательные люди. Очень-очень много значит для него. Новые герои. Окей, анонсируй. Я надеюсь, это будет красивая баба в мини-юбке. Да, у всех, конечно же, личность не таких, как все. Ну давай, покажи крутого нового персонажа. Жена хомяка. Давай, жену хомяка. Ничего не слито. Спрайтики слили. Гей-трансгендер фури? Возможно. Но если это не будет сейчас японская школьная девочка в мини-юбке, я сразу же не играю в эту игру. Чуть что-то кроме, сразу дропаю. И больше никогда даже не буду думать. Я так не собирался. О, боже. Мауи, что ли? О, господи. Я почти угадал, кстати. Дуэйн Джонсон добрался и до Overwatch. Понятно. Мне надо что-то комментировать. Блять, целевую аудиторию свою знаете вообще? Или да, или нет? Или ты забыл, или ты не знал? Где сексуальные это что, блять, такое вообще? О, господи. Overwatch 2 обречен. О! Видовмейкер.
Гавайский качок с пулеметами. Да это по факту, блядь, Дуэйн Джонсон в образе этого диснеевского, как там его, Мауи или как там? О, это моя реакция на это моя реакция на это. Unbelievable, блядь. Ну и кал. Мне кажется, это записанная реакция, на самом деле в зале тишина гробовая. That's awesome. I love that trailer. We had a lot of fun working on it. It's amazing to finally announce Malga. He was first introduced, you guys know, 4 years ago in a short story, and he's been the subject of a lot of fun theories. Ever since that first introduction, 4 года назад, говорят, начали разрабатывать его. We're excited. We finally have our first Samoan hero. Эй, репрезентация гавайцев. Первый герой Мауи. ESG. Вау. Дайте угадаю, он гей? Трансгендер, может быть? Ну, как минимум гей, я думаю. Как минимум. Да, вы должны видеть себя в наших героях, поэтому мы будем всех героев делать жирными калеками, прыщавыми, без волос. Ведь целевая аудитория — это геймеры. С большой буквы «гей». Может, он лорика. В душе, может быть, кстати. И мы не знаем, может быть, он реально идентифицирует себя как лорика, мы ж не знаем. Геймеры на месте. Дуэйн Джонсон гей? Нет. Хотя, знаешь, в наше сегодня, может быть, он просто скрывает это. Кто его знает. Ждем годик-другой и скажет: ребята, coming out. Что это такое? Finally, we know Malga's going to be pretty awesome when he joins competitive play. But before then, some of the best players in the world are competing in this weekend's Overwatch World Cup. Let's check it out. Еще что ли? Legacy. Legacy is forever. Вот вот вы видели 3 персонажа, каких показали? Трейсер, Видоумейкер и Мерси. 3 самых главных персонажа этой игры, которые просто титанический труд. Ну ладно, есть еще это, как ее? Я забыл, как ее зовут. Девчонка в мехе, японочка, школьная девочка-японочка в мехе. Вот и еще она. Я забыл, как ее зовут. Вот они. 3 ключевых, ну 4 получается. Дива, вот, точно, да. Вот, еще одна, которая очень популярна. Все, вот это вот все, это херня ненужная никому. Так они ж вроде разогнали Лигу Вердрочи, нет? Или все еще нет? Ну ладно, окей. World Cup. Ладно. Удачи. Такая тишина гробовая, господи. Как? Она что, чихнула? Ну будь здорова. Дай угадаю. Она идентифицирует себя как them. Ой, это прическа. В реальности она еще более убогая, чем в играх. Кринж. Кринж. Что-то мы реально больно много времени убиваем на эту... Я думал, полчаса будет, но на самом деле, походу, дольше. Коль, го спать. Нет, я выдержу, Хорбровин. Мне кажется, сейчас пойдет мякотка. Надо просто потерпеть, надо просто подождать. Сейчас мякотка будет, сейчас будет бенгеры. Подожди. Хорбровин, сейчас все будет. Поверь мне. США, Таиланд, Испания, что там еще?
А, Корея, Гонконг, Япония, Мексика и... А что такое КСА? Что за страна? Касадор какой-нибудь? Не знаю. Извините. Я заранее извиняюсь. Among them, a former 3-time World Cup champions, Team South Korea, and the only team that managed thus far to stop their reign, and that is the United States of America. Может быть. Хотя нет, Сауди-Аравия, там СА получается. That's right. I tell you, it's not going to be easy. It's not going to be easy. If you watch the group stages and if you watch the first game today, tough competition ahead for Team USA. And if you want to find out if one of our former champions will remain victorious or if one of the other 6 teams will seize their inaugural На экране флаг зеленый. Это реально Саудовская Аравия, что ли? Окей. А, Kingdom Сауди-Арабия, точно. KSA же. Да. Королевство Саудовской Аравии. Все правильно, все правильно. Андрей, ты прав. Google прав. Я просто забыл, что это королевство. Точно. 500 тысяч призовой фонд. Опять игроки собрали, что ли? То есть Близы даже не сами деньги выделяют. О, боже. Will be earning a share. And this is unprecedented in Overwatch esports history, and it would not be possible without all of you. So once again, thank you so much. Всем спасибо. Ой. Кому не похер на овердрочь? Пинганите, когда контент подвалит. Тут, к сожалению, перемотать нельзя. Окей, там будут турнирчики, матчи, холл Б. Все, мы поняли. Давай следующую. Еще что-то про овердрочь, что ли? Аарон, ускоряйся. Ускоряйся. Мауги, да я понял, блин. So much more. Лимитированный игровой режим какой-то. Вот с этого надо было начинать. Смотрите, какие красивые. Кей-поп. Это то, что движет мир. Кей-поп. Это не шутка. Музыкальное видео. After the community night ends around 6 p.m. Pacific. Okay. Working on partnerships like this or what we did with One Punch Man earlier this year are Серьезно, коллаба с One Punch Man? They provide us, both the dev team and you, the players, a chance to experience some of our favorite universes and artists. Я думал, коллабы с аниме — это прерогатива гача игр, хотя One Punch Man, этот, как его, в Overwatch есть гача игра по факту. Sadly, we can't reveal what those are all just yet. But maybe there are some other things coming in 2024 that we could give you a hint about. The Overwatch team has never had such clarity of vision when it comes to the future. Четкий взгляд на будущее у них. Okay. Я говорю, там гробовая тишина в зале. Там тупо гробовая тишина. PvP мод Clash. The center point starts as the first objective, and the teams battle back and forth over the map, pushing into enemy territory or defending their own. Once a team captures all 5 points or reaches the maximum score, they win. Ну, то есть БГ, Battleground. Is a tribute to a location we showed at Overwatch's first Blizzcon. And it's one of my personal favorites. Окей. They say любимая его говорит. are a sign
Япония. Сакура, вся херня. Оригинальная карта из Overwatch. Вау. Нет, в игре нет лутбоксов. Там батл пасс и косметика за бабки. Они Overwatch там ругали за то, что они убрали лутбоксы и сделали монетизацию хуже, чем было раньше с лутбоксами, и просят вернуть обратно лутбоксы. По-моему, такое было. Что-то такое слышал. Competitive reward. Локация похожа на Геншин. Такой же аниме-стиль. Чья это жопка? А, это пузо Мауги. А так похоже на жопку, если в вакууме смотреть. Похоже ведь? Про Маугу могу только сказать одно. Уберите Ма и уберите А в конце. Уг. Унылое говно этот ваш Мауга. Еще два персонажа. Вот, бабенка слева, бабенка справа. Вот это я понимаю. Коль попался. Да. Код in 4K, как говорится. Even early gameplay footage of Venture, and so much more. More. Lastly, for the first time ever during a Blizzcon, not only is our next hero playable in the Overwatch Hall here in Anaheim, дальше. Двигай. Все, Overwatch over. Все. На выходных можно будет сыграть за этого Угу. Хорошо, мы поняли. Давай дальше. Арон, давай быстрее. Всем спасибо. Косплееры, игроки, Диабло. А где Warcraft-то, блядь? High Breeze! Steal the High Breeze! Yes! Dude, I am shaking so hard. Congratulations! The game is out! Congratulations! Oh, I'm pumped for Diablo 4. I think it's gonna be the best. What if you guys play it right now? Hell yeah, really? Yeah. I will. Wow. That would be amazing. Diablo 3. Или что там, 4 уже, я не помню. Oh my god. Oh my god, that's so pretty. Go! Run! Полчаса Warcraft 4 нет. Да, где анонсы-то, блин? She looks like me. Такой же тюлень. О, боже. Похудей. The way he comes in is crazy. Oh my god, the butcher. Кринги, это точно. Азманголда не покажут? Азманголда... О, Кул Карнеш. А Азманголда не покажут? Go down a bit more, go down a bit more, go down a bit more. You got her! Yes! Let's go! Что-то ростом невысокая косплеерша. Ну ладно. О, это был сейчас отсылка к этим, как его? Мстителям нашим. Blessed Mother. You can pet the dogs, by the way. Дай Абло 4. Умри, Абло. 4 раза. Окей, давай. Род Фергюсон, манагер Диабло 4. Ну что ж, пусть расскажет нам про 3-й сезон, или какой там будет следующий после Кровавого. How's everybody doing? Having fun? This
Все рад, что вы здесь. Эй, замечательное комьюнити. Продолжайте напоминать, что у вас замечательное комьюнити, оно тогда точно не уйдет от вас. Так, замечательное комьюнити. Доступный для всех Диабло. О, да. She's literally me. О, боже. Да, раньше Blizzcon реально был. Меня татуха, смотрите, какая татуха. Ну нахер, у меня ни одной татушки нет и не будет. Зачем? So, you know, we talk a lot about the last BlizzCon 4 years ago, and back then, you know, the Diablo community was hungry. Да, голодное было комьюнити. И вы анонсировали, что? Don't you guys have phones? В этот раз даже и близко нету этого, как его. Immortal. Я очень having fun. Да-да-да. Я не вру, это точно. Having fun все вместе тут. Diablo 2 Resurrected. Пробовал я, кстати, играть. Спасибо большое товарищу Сноукаю. Но не зашло, не мое. Immortal. Тишина гробовая, послушайте, тишина. Кто-то сзади там кричит. А вот 60% игроков никогда не играли в другую Diablo игру. Ну и, конечно же, Diablo 4. О, сразу погромче как сразу стал. Потому что основная аудитория. Ага, самый большой лаунч в истории и самый же большой при этом это исход игроков. 1,5 миллиарда часов. Вау. Хаваем фан. Да-да. Because that is how much our community has influenced and will continue to influence the evolution of Sanctuary. And if you haven't yet made that leap into the darkest Diablo story ever told, now is the perfect time to pick your class, build your character. Знаете, если еще не попробовали поиграть в Diablo 4, самое лучшее время сейчас. Стартуйте, пожалуйста. Не забудьте купить Battle Pass. Да, только чтобы начать в игру, надо ее купить. Но не забудьте купить еще к ней Battle Pass. И, конечно же, у нас есть внутренний магазин, где можно купить броню на коня. Вперед. Кто там? Бабенка какая-то, еще какой-то мужик лысый. Лысый скуф и баба. Окей. Привет, Тодд. Эй. В прошлый раз, говорит, помогал анонсировать Diablo 4. Awesome. Там сзади сотрудники. Я, знаешь, Андрей, не удивлюсь, если это так. Просто потому что всем насрать на Immortal. Тиффани вот. Humongous what? Humongous what? Сейчас никто не понял, наверное, к чему я, ну ладно. Ладер какой-то вводит. Окей. Убер-юники. And with those new bosses dropping both uniques and uber uniques at a much higher rate, and even dropping some special cosmetics, you're going to want to make your way to level 100 so you can fight them all. So in the Season of Blood, we've rebalanced the endgame. О, теперь быстрее до сотки добирается. Ну, до эндгейма, короче. На 40% быстрее. Потому что многие игроки бросали на полпути, так сказать, потому что левелинг душный. Какие же они лицемеры? А то ж. Immortal был плевком в лицо фанатам. Да, понимаешь, Андрей, но еще и знаешь, сколько бабла Immortal лутает? Immortal лутает столько бабла, сколько не снилось всем остальным играм Blizzard вместе взятым. Поэтому плевок или не плевок, но мы его сглотнули. И просим добавки. Мы, я имею в виду те игроки, которые донатят в этот Immortal.
Now let's talk about quality of life. Here's a few improvements that came directly from you. All of your renown rewards now carry over season to season and from the Eternal Realm. Какая-то внутриигровая шляпа, типа quality of life, штуки, которые просили игроки. Но я знаю, что игроки точно просили, и что Близы точно не сделают, это увеличить количество слотов для лута. Этого что-то они не собираются делать почему-то. Searching and filtering your stash is now possible, and your stash is now available in every town in Sanctuary. Да, вот увеличить стаж тэп нельзя, да? Нет, нельзя никак. А и так просят люди, так просят. Warcraft Rumble, они раньше называли Arclight Rumble, сейчас просто Warcraft Rumble, так проще. Он еще не вышел. Сегодня вроде должен был выйти. Но я так и не смог его скачать. Утром пытался скачать, не смог. Уникальные кольца. Если сегодня... Ну, пока что про Warcraft вообще ни слова не было. Пока что нам схавали... Точнее, нам скормили Овердрочь, Маугу. Но сейчас вот скармливают Диаблу. Ивенты, там все дела, но теперь ведь это же это как как-то херня называется. Блин, игра, которую надо покупать, и которая при этом еще является и игрой-сервисом. Лайв-сервис, вот. Да. Сделали бы бесплатно, я попробовал. Покупать 10к, отваливать с Diablo 4 новую синкью. Там были выходные, но мне лень было даже заморачиваться со скачкой Diablo 4. Ведь в России нельзя играть Diablo 4. Вау, что это? Sleigh ride. And be sure to keep your eyes peeled for a mysterious red-cloaked terror. Хардстоун по-любому будет. Ходс вряд ли. Ходс давно уже по факту живой мертвец. Про Хардстоун должны что-то сказать. Warcraft тоже. Но основное, это Warcraft должны анонсировать следующее дополнение на этом Blizzcon. И по классике что-то должны сказать. Я вот этого жду. Мне насрать на Овердрочь, мне насрать на Diablo. Я жду новостей по Warcraft. Будет ли там что-то... Кстати, даже по Reforge я тоже жду какое-то пояснение. До сих пор они за свой обосрам с Reforge так ничего и не сделали. Игнор будет или что-то сделают? Плюс, я жду анонса следующего дополнения в World of Warcraft. Я жду анонсов новостей по классике. Возможно, какие-то еще мобильные игры анонсируют. Ну и Rumble выйдет вот сегодня. Я не знаю, смогу ли я потом еще скачать, попробую. StarCraft вряд ли что-то разрабатывали. Может, StarCraft 3 анонсируют, тоже вариант. Ну, Хардстоун там наверняка какое-нибудь дополнение анонсируют опять. И пачку, которую можно купить. Синематик. Новый проект. А должны, кстати, у них же выживалка какая-то там делается. Они какую-то выживалку делают. Ох ты, Dark Portal, что ли? Vessel of Hatred. Это следующий сезон. Окей. Vessel of Hatred is Diablo 4's first expansion. А, дополнение. Сышь, купи дополнение.
Лайф-сервис. DLC. Expansion. And a fan favorite from Diablo 2. The lush jungles known to outsiders as Torajan, but known by the locals as Nahantu. With this new story, set in a mysterious new region, comes new ways to play. Игра выйти не успела, они уже 2 сезона выпустили, и DLC сразу же выпускают. Не, ну ладно. Чё? Чё хлопают-то? Плохой из тебя фан-близов. Да. Опять навешивают. Это вы, игроки, вы, все ради вас, для вас. Пожалуйста, покупайте монетизацию. Ну, пожалуйста, покупайте скинчики. Пожалуйста, купите нашу игру. DLC через год. Ну да, кстати, в позднем 24-м еще и, скорее всего, перенесут, так что, может быть, в 25-м. Наконец-то, все. Диабло, все. Warcraft? Крис? О, Warcraft. Нет, это в целом. Это в целом. Или за Warcraft. 240 миллионов игроков. Hearthstone тоже. 30 лет истории. Dragonfly, Пандарены. Это Hearthstone. Это Hearthstone. Только начало, ребята. Это только начало. Go buy World of Warcraft, install it on your computer, and join the online sensation before we all murder you. All right then. И отсылочка к эпизоду Саус Парка Make Love Not Warcraft. Welcome to the world of Warcraft. Hearthstone Classic. Я не удивлюсь. Это, да, это как реклама Warcraft старая. Мистер Ти. Это тогда Дренор был. О, господи, Лерой Дженкинс. Вот этот Рамбл, кстати. А чё этого? Генри Кавилла покажут? Этот, как его? Как его? Ну, вы поняли, короче. Реклама свежая, Dragonflight. За Альянс. За Орду. Ей. Это в целом, короче, про Warcraft. Тут и Рамбл был, и Warcraft. Крис Метсон. Крис, я жду тебя, Крис. Крис. А где Крис Метсон? Какой нахрен Джон Хайт? Где Крис Метсон? Нет, тут Джон Хайта мы тоже знаем, если что. Привет. Ну, все ждали Криса просто. Основная аудитория ради Варкрафта пришла, давай уже. Орки и люди. Давай, ну давай, не томи, нужен. Can you believe that almost 30 years ago, a dispute between orcs and humans Первая игра Warcraft. Орки и люди. Че, неужели ремастер? Серьезно, ремастер Warcraft? 30 лет назад игра вышла. Просто орки против людей. Ну, мне всего 31, я тут родился, когда Warcraft ваш вышел. Мы уж все родители тут, да. Ну, не я, но я имею в виду, что да, 30 лет это... Да. Да, я угадаю, это Рамбл, что ли? Ну, для детей, типа. It's those shared stories of Azeroth, both in-game and out, that make up this universe.
Today is a great day for Warcraft. Хороший день для Варкрафта. Ну да. This is the beginning of a Начало bold new chapter. новой It will главы. take us through the next 3 decades and beyond. Следующие 30 лет и дальше. With a variety of games to entertain you, we welcome everyone to find your community. Всех приветствуем. Всех приглашаем. Okay, Alliance. Типа за Альянс, за Орду. Just practice. We're going to give you a chance to do it a little louder later. Крис выйдет. Это Крис любит делать. Орда здесь, Альянс здесь. Это Крис Метсон. Tall tales of adventure are retold through the whimsical and clever card play of Hearthstone. Мертвая игра. Ну кому? I like to imagine humans and orcs getting together, showing off their Бен Брод collections дропнул. and boasting of their deeds. Я вон в снап играю. Намного But in the интереснее. basements of those same taverns, they're playing a new game. Warcraft Rumble. Yeah. Рамбл. Гробовая тишина. Me too. Me too. Which puts the battlefields and dungeons of Azeroth in the palm of your hand. Бля, что-то они совсем начинают со слабого. World of Warcraft. World of Warcraft. Вот это наша игра. Это наша тема. Ну. WoW immerses us into Azeroth, Вау. where we are the champions, fighting alongside each other. Причем показали in shared классические adventure. World of Warcraft, а не Almost Dragonfly. 20 years ago, WoW revolutionized online communities and reimagined the enduring entertainment of massively multiplayer gaming. ММО. The very first BlizzCon was introduced our first expansion. So it's only fitting that we're here today to lay the foundation for WoW's future. Окей. Будущее WoW. Ну давай. Yeah. Давай расскажи. Пожалуйста, Крис. Azeroth is a home we can always escape to. Азерот. A home that is always waiting for us. Дом, который ждет всех нас. Together we build this universe. Вместе мы Our его teams построили, эту craft вселенную. the worlds and the adventures. Красивый But it is all of косплей. you who bring it to life. Ну все, вы, ребята, вы, You are the игроки. heartbeat of the brand new adventures that Ну are и about новые to unfold. путешественники. From all of us on the Warcraft teams here at Blizzard Entertainment. Команда Варкрафта. Thank you. Спасибо вам. Спасибо вам, пожалуйста, игроки. И он ушел. Please welcome from Hearthstone, lead designer Cora Georgiou. О! Какая-то Кора. У меня плохие ассоциации с этим именем, поэтому... Ну, давайте посмотрим, что там. Тишина гробовая. Hello, BlizzCon. Ну, привет. Давай, продавай Well, I have a pretty Хардстоун. good view from up here. It's really nice to see you all. Легенда о Коре и ее Хардстоуне. We Да. are thrilled to soon be celebrating Hearthstone's 10th Да, anniversary. кстати, скоро 10 лет будет. Я помню, в 13-м году регался на бету. I know. В 12-м, I'm getting точнее. old. Да, игра It's a старая. decade of telling tales around Azeroth with all of you. Да мне тоже понравилось, Кадис, но Aspire потом, to climb the переосмыслив, ladder to legend. Enjoy Не. brawling with friends in the battlegrounds. в моменте, когда я смотрел Кору, она мне тоже понравилась. Это Or было maybe как you've раз-таки just listened to the в 12-м 10-hour году. version Или of the нет, в Saviors of 11-м. Uldum theme song. Или в 12-м. Когда она там выходила. Thank Я you в прямом all эфире смотрел for being a part of our на кабельном bustling ТВ tavern. в We Америке. invite players both old and new to join us for our 10th anniversary next March. Ну что же анонсирует на 10-летнюю We годовщину? have so much to enjoy before then. Ну, So let's talk about what's happening right now in Hearthstone and in Battlegrounds. что же там? Battlegrounds We're хотят setting the убить, да? stage for a standoff. Окей. In Hearthstone's upcoming expansion, Showdown in the Badlands, Дополнение. which takes place in Azeroth's Wild West. Окей. Шоудаун в Бэдлендсах. Two strangers will cross paths, an outlaw and a lone ranger. Though they may not know it now, together they are destined for a grand adventure. Похуй.
Трейлер, что ли? In the beginning, I was all alone, trying my best to do some good out there. But it didn't take long to Ринго или realize как там that его, я уже забыл. with the right friends, everything would change. Да. You don't know who you're messing with. They knew the townsfolk were up to something sinister. Let's move! Right behind you! And it was Не like a Ринго, как powder же его keg зовут-то, я забыл. waiting to explode. Рено, да, Рино Джексон, точно, Рино. Спасибо, Андрей, что поправил Ринго. Я так давно не играл в Хардстоун. Кто же против него? I had the right backup waiting for me, just when I needed it. Let's do this. You got it, partner. А, это же это магичка. I didn't intentionally pursue leadership. Я забыл, как ее зовут. Candle Mudslider. Даже арт, походу, хуже, чем раньше стал. Раньше было лучше. Я давно не играл в Хардстоун. А, Рено Джексон, игровая карточка. Карточка героя. Showdown in the Badlands. Новое дополнение Хардстоуна. Ой, Хардстоун мертв. Он мертв. That's right. Our beloved Reno Jackson and Elise Starseeker А, Элис, are да, getting an Элис ее origin зовут. tale. Окей. They'll work together to save the Badlands from the Там не на bloodbath что town's шликать, Кадис. Там nefarious не mining на что, operation. понимаешь? Singleton decks are Просто returning. не на что. В Хардстоуне не на что. With cards like Поэтому его там Reno нет. Lone Ranger, Hearthstone's first ever neutral hero card. We'll talk more about him at the What's Next Нейтральная panel later геройская today, карточка. where we'll Вау. also be revealing a motherload of exciting new cards. You can get your hands on them and more when Showdown in the Badlands releases on November 14th. 14-го выходит дополнение. Похуй. Now, Где I Бенгер know you это? may be thinking, a new expansion. That's a lot of new cards on top Да, of 5 много sets that новых are карт. already in the standard rotation. And if you're a new player or you're coming back after a break, that can be a little overwhelming. So we have been hard at work to Так, make it easier than ever to join us. что же We're будет excited to announce catch-up packs. за бабло? These are Тишина game-changing гробовая. for getting your collection caught up. Да ладно. See what we did there? Да. Instead of the typical 5 cards you'd find in Да, a раньше regular в паке Hearthstone было card 5 pack, карт. you Одна can get up редкая. to Ой, то есть 15 одна cards синего качества. from a single catch-up pack. Сколько? Сколько? The cards you receive will all be from within the last 2 years, ready to play and constructed. All of our players И сколько are этот going пак to get стоит? catch-up packs to open once you log in. And for all of you here at BlizzCon in person, or those of you at home who purchased either BlizzCon collection, we're also gifting you a few more packs. Ну, короче, на халяву, что ли, дают их? Я что-то не пойму, или что? Я не вернусь в For Хардстоун, если anyone что. who's been away for a while, all of these packs can add up to hundreds of cards. Сотник We'll also новых be карт. adding quite a few of them into pre-purchase bundles for Showdown in the Badlands. Pre-purchase bundle. We hope to Сука, see они all of you продают getting его. some amazing cards and 9.99. filling in or beginning your Hearthstone collection Купи. on November Ну 14th. купи, ну позязя, ну купи. Боже, как они отчаянно пытаются возродить Хардстоун. Мертв. All right. Он мертв. I feel Просто like we might have some мертв. Battlegrounds fans out here. Храните уже его. Yeah. So you might remember then that the 300 last time we were bucks. all together at BlizzCon, we unveiled Battlegrounds. Ну, What Battlegrounds, started ну, as an experiment became a huge охренительный part of the режим был, game. да.
Самый популярный в Хардстоуне вроде как. Популярнее, чем Констракт, это обычный режим. Battlegrounds. Так давайте же похороним его монетизацией. Queuing up as a party for a lobby is great, but ultimately, you play against each other. What if you could actually play teamed up alongside each other? Командный режим? Sounds fun, doesn't it? We're pleased to announce a truly cooperative way to play. Battlegrounds duos. Вдвоем можно играть. Но и это спизжено, знаете откуда? Я это видел в Teamfight Tactics. With a shared health pool, team combat, and sending cards back and forth between teammates. Now you can fight это один в один спизжено. Это спизжено. Teamfight Teamfight Tactics, там есть режим на двоих. То же самое. И можно делиться карточками. Спизжено. Grab a friend or make a new one, because you can try Battlegrounds duos here at Blizzcon right Кто еще помнит now артефакт? at the Hearthstone demo area. Это вроде та карточная игра по доте, да? По-моему, она умерла. О боже. We're planning to launch this new way to play for everyone early next year. And you can learn more То есть later это today, еще и только в следующем году запустят. that make teamwork so fun in Battlegrounds. Окей. It makes the dream work. We love teamwork. Teamwork. If you're tuning in at home, please make sure to join us Не at the украдено, а Blizzcon panel. вдохновлено. And if you're here with us Ладно. at BlizzCon, you can also join me and other members of the Hearthstone team in the tavern. For you worthy Короче, opponents out there, я come duel it down and суммаризирую challenge the Hearthstone то, что team. сейчас произошло. Новое дополнение. Пожалуйста, купите новое дополнение. after 4 Новый years away. пак, теперь больше карт. Пожалуйста, купите новый пак. И вот вам дополнение в Battlegrounds. Наверняка тоже не бесплатное. Нужно будет купить какой-то Special Super Mega Pass, чтобы играть в него наверняка. О, это Rumble. Я уже знаю, это Rumble. Я попробую в него поиграть, но я так и не смог сегодня скачать его, блин. В моем регионе он недоступен, к сожалению. А ПК я скачал, ни хрена не устанавливается. Фелпс. Фелпс. Left side, even side, many Велпс. Warcraft для самых маленьких. Нет, это не для маленьких, Андрей. Это кидалово. На самом деле это донатный Warcraft. Для самых богатых. Ну я попробую, если смогу установить Warcraft. Я попробую поиграть. Да это и есть мультик. Ну это и есть, это мобильная игра. Ну она сделана как бы для детей, ну монетизация донатная, там ни хрена не детская, там куча бабла будет, скорее всего. Кто? Кто все эти люди, блин? Я никого из них не знаю, где мой Крис Метсон? You gotta love Anixia. She didn't even use a deep breath there. Hello, BlizzCon! Привет, BlizzCon! Last year, the team and I announced we were working on a brand new Warcraft game. Так. A way to bring Warcraft with you wherever you are and wherever you go. Так. And as you just saw, we've had a ton of fun and poured a lot of love. А где же Arclight? Arclight пропал. Warcraft Rumble is an action strategy game with a deep PvE campaign, a dynamic PvP mode, Dick in your ass. so much more. It's a game filled with familiar faces.
Миниатюры, да-да-да, сышь купи. Донатик, пожалуйста, в этой игре. Ведь будет и Battle Pass, и скинчики будут. Все будет. 3 вида валюты, 5 вид донатных валют. Сышь купи. This is your opportunity. By combining leaders, troops, and spells from 5 families, alliance, horde, beasts, undead, and my personal favorite, BlackRock. BlackRock отдельно. You'll battle your way through maps inspired by some very familiar Привет, Джашин. locations. You'll fight to control resources, VPN тебе в capture помощь. towers, and eventually defeat the boss or player at the other end. Speaking of bosses, each one has their own unique mechanics. So you'll have to adapt your strategies to the threats you'll face as you battle through the campaign and beyond. Это что-то старое по типу Brawl Stars? Нет, это копирка, как там его, Clash Royale? Вот, копирка мобильной игры в скинах Warcraft. Вот что такое Warcraft Rumble. When we set out to make this game, we wanted to offer a variety of challenges no matter how you choose to play it. Whether it's for 5 minutes at a time, Clash of Clans, Clash Royale, я не знаю. Короче, какой-то из этих копирок. Только Близы, как обычно, промедлили, и эра такого рода мобильных игр закончилась. Поэтому хер знает, соберет ли Rumble хоть сколько-нибудь денег. Опять, спасибо вам, все благодаря вас, все ради вас, все для вас. Сышь купи. Еще видосик покажут какой-то еще что-то. О, боже. Эпик Warcraft на мобилках. Рэпчик. Куда ж без рэпчины. Соберите ваших героев. Don't you guys have phones? Новые миры. Я сейчас засну. ПВП. Крафт your strategy. Купи стратегию. Лидер борда. Они пытаются продать это говно, а? Загрузите сейчас. Я пытался, не загружается. Попробую прямо сейчас загрузить это. Попробую сейчас загрузить это еще раз. Пожалуйста, сыграйте в Warcraft. Ну, пожалуйста, сыграйте в Warcraft Rumble. We've made Warcraft Rumble available to download and play right now. Прямо сейчас. Ну вот я сейчас попробую, но мне скажут, что хер тебе в рыло, сраный урод. Ты не можешь. And for those of you in the audience with me today, let's bring down the Wi-Fi together. Wi-Fi. You know I'm kidding, right? Please don't bring down the Wi-Fi. I'm in a lot of trouble once I get off of here. Okay. Whether you're a veteran of Azeroth or just have a deep love for strategy games, there's a lot to enjoy here. We've got a huge campaign with over 70 bosses. And for those of you looking for an especially unique challenge, we even have a heroic campaign with an extra layer of difficulty that we could. Героическая кампания, еще более сложности. Купи донатик. Ну что, установится или да? Нет, не удалось. Не скачивается. Короче, надо будет более конкретный гайд. Так, я тут скачал? Вот это, нет, вот это лучше. Пазлы, гайды.
Блять, они все еще продолжают. Хватит, уйди, уйди. Где Крис? Где Крис Метсон? Хватит продавать говно. Уйди. Уйди со сцены, не позорься. О боже. Легендари. Даже гильдию можно создать. Можно еще донатик купить. Кто там орет от боли? Я понимаю, I feel your pain, как говорится. А еще так больше. Каждый сезон новая мини. И сезон начинается прямо сейчас. Купите Battle Pass. Season Pass тоже купите, пожалуйста. И Season Battle Pass, Battle Season Pass, Супер Премиум Pass, Супер Дупер Премиум Season Battle Pass. Купи. О, боже, да хватит китов показывать, блин. О, господи, что случилось с близами? Какой кринж. О, боже. Она немножко поехавшая. Рейды. Вик, уйди со сцены, Вик. The team and I, many of whom are here in Anaheim with us right now, we love playing strategy games. Любим, говорит, стратегии. That harkens back to our RTS roots, where Warcraft began almost 30 years ago. It is really made out of a genuine love for Warcraft by people with deep roots. Но мы так любим Warcraft, так мы его любим, так любим. Something for everyone to love. Вы можете создать гильдию, цена будет какой-то. Да. Увидимся в игре. Рамбл. Крис. Ёб твою мать, где Крис Метсон? Я не понял. Ну ладно, она хотя бы в косплее. Это бабуля, кстати, она в возрасте вроде как. Или это не косплей? What's up, Blizzcon? Просто красивый костюм. Бабуля, если что. Экзекутив продюсер Вова и Варкрафта. Почти 20 лет, говорит, Варкрафта уже. Кстати, да, в следующем году будет 20 лет. Судя на тебя, мы можем в это поверить, бабуль. Вот сейчас, кажись, Вов, наконец-то. И Холли Лондон еще и про классику вроде как. Да. Вспоминает, говорит, когда устанавливали Blizzcon. Короче, бабуля пришла поностальгировать. Джана, Сильван, Артас. Вот. Тролл. Да, тролл, да. Где Крис Метсон? Крис сказал, ну нафиг. Нет, он тут. Должен быть. Он должен быть. Он должен спасти этот Blizzcon. Это лучик света в тьме, в которой сейчас находятся Близзарды. The entire team across both modern and classic have embraced their communities. Так. We are truly listening to your voices. Говорит, слушают нас. Давай. My friends at Blizzcon, now is the perfect time to prepare to close chapters, open new ones, and double down on why we all fell in love with World of Warcraft in the first place. Да, любим World of Warcraft. Ну, что же? Давай, не томи. Этот Blizzcon пока что ужасный, 0 из 10. With that in mind, let's get to it. As many of you know, WoW Classic was born out of the community's passion. Классик, это да, классик был порожден благодаря комьюнити. And of course, most of you know that still drives us today. Like just in August, inspired by our community, we released Classic Hardcore. Я сдох там, кстати. Я сдох. В Дасквуде. So, in Hardcore, you only get one life.
And if you die, you may laugh, you may cry, you may have to replace the keyboard. Ну, и тут совсем уж anger management. Я только сейчас начал играть в Warcraft Rumble. Как? Расскажи, как ты это сделал. Пожалуйста, в подробностях. Чё? В следующем году что-то про хардкор будет? Да, последнее дополнение в Lich King вышло, собственно, с самим Lich King'ом. А что же дальше будет? Катаклизм? On social media forums, and we sent out surveys to our players. And here at BlizzCon, we're happy to announce Cataclysm is coming. О боже, катаклизм будет. Ура! Блять, все-таки они будут каждое следующее выпускать. Based on your feedback, just like you'd expect from Classic. So now. Let's jump into the Wayback Machine and get a reminder of all things Cataclysm. Теперь, короче, классик ката. Так похер вообще. Я и в Лича-то не играл. Я даже в БФА... Ой, блять, как его? Битву... Ну, короче, вы поняли. Классно отрендеренный ролик. Кто делал этот ролик? Молодец. Катаклизм. В катаклизме переработали Вов. Это, кстати, этот контент-мейкер, забыл, как его зовут. Это не Близы сделали. Этот ролик сделан игроком, фанатом. Это не близовский, если что. Это фанат отрендерил. Это сейчас всякие энкаунтеры, Нефарион с воскрешенной Аниксией. Там было... как его? Вот это все зоны, где всякие рейды и новые территории. Все это рейды и прочие зоны из катаклизма. Чугал. О, Алакир. Рагнарос. Он тут ножками своими пофлексит. Я рейдил тут. Этот, как его, битва, забыл, как называется, боевое сражение, забыл. Тут еще и рейд, тоже есть тюрьма. Забыл, как называется. БГшку. Die insect. Ну, правильно, умри, насекомое. Я смертокрыл. Уничтожитель. Ну вот он, на свое коронное место. Вот так вот. Штормвинд, он так и будет стоять. Ну, когда выходил Катаклизм, было прикольно, да. Только у меня не очень у меня экспириенс с Катаклизмом, потому что я на нем перестал играть в WoW на длительное время. Когда Катаклизм вышел. Тишина гробовая. О, боже. Я почти второй левел. Кадис, распиши мне, как в этот рамбл зайти. Или ты не из России? Если ты из России, распиши мне, как в него зайти. Сколько калов из 10? Пока что 1 из 10.
we've watched you master the vanilla experience, and Так. we've loved it. So Ванилла. much, in fact, that we thought we'd add some unique flavor with a Классик seasonal note плюс. and a dash of discovery. Season of Discovery is сезон новый. vanilla wow with a spicy twist. Так. You're going to discover new secrets as you scour the world and find class-altering abilities. О, окей. Have you ever wondered what it might be like to be a tanking warlock? Варлок танк. Or take on the role of a mage healer? Маг-хилер? In Season of Discovery, you can. Так. Это что-то совсем дико интересное. The season is going to launch with an initial level cap of 25. And when you hit that max level, you'll be met with the brand new level 25 endgame. You'll discover a brand new 10-player Black Fathom Deeps raid with new and reimagined bosses, mechanics, and of course, 25 уровень? rewards. Then, after a couple of months, we'll raise the level Это cap что, again. April You'll Fool's find joke even какой-то? more endgame content, and so it will go. If you're here at BlizzCon, you can play the Black Fathom Deeps raid in the Warcraft Hall. Что-то как-то странно совсем, что-то непонятно, не понял ни хрена. So, if you love Classic or just a little intrigued about what exactly a Warlock tank can do, go check it out. О, кто-то оргазмирует там на фоне. Online, don't worry. You won't have to wait long to play. Because we want you to discover all of the secrets together, there will be no public testing. Теста не будет. WoW Classic Season of Discovery launches in a few short weeks on November 30th. 30 ноября стартует сезон. Слушай, надо будет засинить. Я, возможно, даже активирую свой токен последний. For more information on the Season of Discovery and Cataclysm, don't miss the classic panel this afternoon. Панель будет отдельная. All right, now it's time to talk to my Dragon Riders in Modern WoW. Dragonfly. Ритейл. Ну давай. Our team remains committed to giving you meaningful game updates about every 8 weeks with Следующее more дополнение, content что ли? sprinkled in between. Ну, я имею в We виду really want патч. Azeroth to feel alive and the home you want to come back to no matter how you play. Our next major update, Guardians of the Dream, is going live in just 5 days. Угу. Через 5 дней дополнение выходит следующее. I want to give a shout out to my elves. It is finally our time. Пофиг. Вообще пофиг. 1 week later, Season 3 will start with the last raid of the expansion, Ridsl, the Dream's Hope. Последний рейд? There we will Всё? have our final showdown with Farak and defend our new world tree. То есть это последнее дополнение у нас. Ну, я имею в виду That's not последний the end of патч. our time in the Dragon Isles. То есть There's a Dragonfly lot more короткое to come in дополнение. Ну, Dragonfly давайте that will анонсируйте serve следующее. as both the epilogue of this story and the bridge to our next one. Ну, Like I said earlier, we are evolving. Следующее We are дополнение. changing our approach to this big, beautiful game and how we look ahead to new chapters. ну. BlizzCon, it's time for a new adventure. One that has grown from the very seeds of what captured our hearts when we first Крис set Метсон. foot in Azeroth. Крис Метсон. For veteran players, the last 20 years have led us to this. And for those who have yet to join us, now is the time. And who better to talk about the Крис first Метсон. step in this journey? Крис Метсон. Давай его сюда. Давай сюда его. Давай мне этого пирожка. Давай его сюда. Than someone who carved the path in the first place. Everyone, please welcome my friend and the executive creative director of the Креативный Warcraft директор universe, Chris Крис Metson. Метсон. Эй, вот это настоящая аудитория. Вот он, пирожочек. Вот он. Совсем облысел. Эх, Крис. Ну все, спасибо. Давай, Крис. Продай мне Warcraft. Продай. Эх, Крис. Alright. Раз, два, три.
окей, давай, продай мне. Окей, давай, продай мне Warcraft. Это фишка его. Holy smokes, thank you. It is, Крис. Thank you guys. Спасибо, Крис. Тебя только ждал. It has been a long, strange trip to get back to this spot. Странное, говорит, было путешествие, чтобы вернуться сюда. Да. It has been interesting this past year, being back under the hood of Уже год. Нихера себе. It has reminded me of a few things. One, Так. Что же будет дальше? Почему, говорит, любит Warcraft? Ну, что же будет дальше? Number two, you know what? I really missed this work. Говорит, скучал. Да мы скучали по тебе, Крис. And number three, on the real, it feels amazing to be back and part of this Blizzard Рад family. вернуться назад в семью Близов. Ну, если тут кто-то еще остался. Ну, мы скучали, Крис, мы скучали. Давай, продай мне Warcraft, пожалуйста. As Holly said a bit ago, next year is the 20th anniversary В следующем году 20-я годовщина WoW. Whatever. How many of y'all have been playing from the beginning? Кто играл с самого начала? Ну, я на пиратке играл, но не в 2004-м. Не в тем году. So given that, what was that? Doesn't matter. Че? We started thinking. So, what next? Что же дальше? Right? What expansion hook? Какое же дополнение нас зацепит-то? Вообще можно. 20 лет. We started thinking about, well, I did, the good old days, right? And some of those early mythic ideas that kind of established the background Classic of Plus? Warcraft. Started thinking about even some of the newer ideas that have played out more Старые идеи, recently, новые идеи. but Ну, still in a way ну. feel a little unresolved. And in the mix Другая сторона Азерота? of all that stuff, in the mix of all those ideas, Так. particular things like, what the hell has Magni actually been babbling about all these years? Что там про магний говорил, помню? Так. Was the thing that he came to warn us about in То есть Battle for все-таки Azeroth, Авилон did и it дворфы, actually что ли? play out? Or is there potentially something darker Ну, still looming on the horizon? ну давай рассказывай I уже. don't know. Авилон, Авалон, что там такое, я уже забыл. Will there eventually be Old God. an apocalyptic confrontation between the forces of the light and the void? Свет против Talk to тьмы. me, Blizzcon. I'll tell you what, for nothing, my pally main, I'm all in on that kind of thing if it happens. Он говорит, мейнит пал, ты ж шаман, ты шо? Ты ж шаман, брат. And really the big question for all the marbles, Титаны. what have the Titans actually been doing Что же они на since the самом деле dawn делали? of civilization? О, господи, лор. Ну давай. Ну что же там? What is the real purpose of all of their cute little installations slammed into the side of the planet? Ну, какова Do же we цель-то know была? everything we need to know Ну, about короче, their real intentions Титаны, for our дворфы world? и вот это вот все. И боги древние. BlizzCon, all of these hooks, and 100 more, 68, carry the 2, a bunch more, all cooking in the pot, started to reveal a storyline, Так, история. something epic, Что-то How epic? эпичное. Real epic. Очень эпичное. Ну давай, продавай. A storyline that in almost every way feels like the culmination of the Кульминация first 20 years of our первых 20 storytelling. лет. A storyline provided we do our jobs, we do the thing. Окей, мы понял. Сейчас все подкрутит, короче, все that would подкрутит под vector эту вот us into the next
А, и потом следующие 20 лет. Окей. Ну что ж, звучит неплохо. Forever game, так сказать. Продай. Вы со мной? Да с тобой, мы с тобой. Давай уже. Крис. Мы эту... О, сага души мира. Мировой души, что-то такое. Такая эпичная. Только одно дополнение мало. Много дополнений. В следующие года. Так. Ну, что? Бесплатный вов для всех? Надо покупать дополнение? Так. We are working on multiple ways to deliver this adventure to you a little faster than you're used to. О, окей. We're not going to get into it at this BlizzCon. Но не на этом Близконе. But keep your ears peeled. Но. I assure you, we are moving with purpose. And the last thing we really want is for y'all to have your grandkids controlling your mouse and your keyboard trying to wrap this thing up. Очень быстрая, короче, эта история будет. It's coming. Все идет, все движется. Also, given the scale of this monster, we have decided to change it up today. Here we go. Так, ну давай. Dun, 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 dun. Давай. Ну. Instead of just debuting так. your next expansion all on its lonesome, we have decided to give you a glimpse at your next 3 expansions. Следующие 3 дополнения анонсируют сразу. Окей. Одна большая история будет, видать. Ну, хорошо. Does this meet with your approval, BlizzCon? Да пойдет. Давай покажи, что там, покажи. Ну, 3 дополнения сразу. My friends, I'm gonna warn you, there may be mild spoilers ahead. Спойлеры? Да похер, давай уже. Actually, I'm just kidding. They ain't mild. Шучу. Buckle up. Очень серьезные спойлеры. Ну хорошо. Are you ready, BlizzCon? Да готовы мы уже, Крисучек, покажи уже что-нибудь. The first part Первая часть of the World Soul Saga. саги мировой души. Expansion is called World of Warcraft: The War Within. Ух ты, война внутри. Как же перевести это? В этой главе в сердце Азерот пойдем. Новые королевства, древние культуры. Отлично. Нарубы. Так. Окей, название прикольное, концепт прикольный. Yeah, that's you. Will be called to do what you always do, which is dispense indiscriminate justice upon all those who got it coming. Мочить гадов, все Talk to me, правильно. BlizzCon. Крисаня, давай дальше, что там еще? Ну, давай рассказывай. Как же он тянет. Вторая часть саги мировой души. Полночь. Вау. Окей. Полночь. В этой главе в старый мир возвращаемся какой-то. Квел-Талас? There, the forces of the Void have invaded Azeroth, intent on snuffing out the light of the Sunwell. О, солнечный колодец опять. Купи, Коля, купи. Да я уже продан, все, я уже продан. Тут одно просто наличие Криса, это уже автоматически продан. Окей.
Изгнать тень навсегда. Of course, Blizzcon, it is Azeroth. Это же Азерот. Things may not go to plan. Все может пойти не по плану. Things may just spiral wildly out of control. И все может пойти полностью, в общем, все пойдет не так. Третья часть. Последний Титан. Ну, это, видимо, тут как раз Азерот. Ага. In this chapter, you will again be returning to the old world. This time, to the wintry lands of Northrend. Northrend? And there, at Ulduar, you will bear witness to the return of the Titans to Azeroth. Титаны вернутся в Азерот. Опять. Окей. And there, you will uncover a vast conspiracy. One that stretches throughout the history of the world. One that will challenge everything you think you know about the Titans, their intentions, and the true nature. Мы наконец-то поймем, что там с Титанами. In time, my friend, in time. Со временем, со временем. Ага. And it's called Silithus. There you go. Силитус. Оу, окей. Хорошо, хорошо. Blizzcon. Blizzcon. My hope, our dear hope, так. is that you can see when it comes to WoW storytelling, we ain't screwing around. Хорошо, хорошо, Крис. Все серьезно. В этот раз все серьезно. This time for sure. All the marbles. We are working to establish a thundering heartbeat for this franchise. Работаем. Работаем. Now. А теперь? Эй, Крис. Давай, давай, Крис. Now, Blizzcon. Ага. Hearken to me. Слушайте меня. Always wanted to say that. Окей, окей. Thank you. Спасибо. Whether you are a current player, and I'm going to bet that most of you are. Будучи вы являетесь текущим игроком, Or maybe you jumped off the WoW или train когда-то a few давно уже вы expansions перестали ago. играть. Now is the time Самое время to сейчас come home. вернуться домой. Warcraft бесплатный для всех. Now is the time Ага. to pull on your boots, pick up your broadsword or your favorite glowy staff, and get in this fight. Так. Да я только рад. Крис, я только рад. Friends, Azeroth needs her defenders now more Азероту than нужны ever. наши защитники. Ага, хорошо. In a few moments, we are going to give you a deeper look at the war within. But before we do that, I want to leave you with a little something to chew on. I want to remind you all that sometimes very epic things can begin with small, heartfelt moments. What Так. you're about to see is one of those moments. Сейчас что-то покажут. With that, BlizzCon, proud defenders of Azeroth. Защитники Азерота. Let the World Опять Soul китов Saga каких-то показывают. begin. Да начнется сага мировой души. Синематик. Кто это? Андуин. Это Андуин. Постарел. Совсем постарел. Это Андуин с мечом Вариана Рина. В броне сидит. Так. Чувствует душу. Андуин. Все еще молодой. Но с бородой. Кто же это?
You're here to tell me we don't get to hide. Тролл? Is that it? You needed time. We stayed away. Тебе нужно было время. But time by itself heals nothing. Время ничего не исцеляет само по себе. Тролл. Наш зеленый Иисус вернулся. You didn't just come here for me. Ты же не за мной пришел. It's the visions. Видение. You've seen them. Ты их тоже видел? I suspect many have. Многие видели. Ох уж этот синематик. Тролл в классической броне, обожаю. Что-то это мне напоминает. Третий Warcraft. Someone is calling out from the heart of the world. Из души мира нас зовет. Like a voice from a dream. Голос из снов. Это, я так понимаю, они у меча? Something dark is coming. Что-то темное грядет. Мне нравится новый дизайн Андуина. Мой сын. I'm not that person anymore. Я больше не такой. Я не тот человек. I have no light. Нет во мне света. Not after what I've seen. Я видел дерьмо. Какое-то дерьмо. После того, что я сделал. Это, короче, в Shadowlands он там был под контролем. You are not your past, Ты не твое будущее. Ты не твои штаны. Проткни. I trust you. Я тебе верю. Нет, ну мощный ролик, мощный, мне нравится. Блин, как же графон там живой, как живой, блин. Услышьте меня. Все становится хуже. А у него что, Думхаммер по-прежнему? Эй, братан. Look, whatever's coming, I'll stand with you. Что бы ни пришло, я сражусь с тобой, буду по твою сторону. But we were drawn here by the voice. Who is it, Thrall? Что это за голос? Who's calling out to us? Что нас зовет? I'm not sure yet. Я пока не уверен. Это меч, да? But that sword меч. Was aimed это Селитус. at someone. Но он в кого-то целился, явно же. Не просто так же в него воткнул. Но только это второе же дополнение получается. Первое же по-другому вроде называется. В 24-м году. Не, ну красиво, красиво. Ролик охрененный. Саргераса, да, меч Саргераса. I do have to say, though, every time I see that cinematic, and I've seen it many times, это меч в Селитусе. Right in my heart. Да, да, да. Нет, синематик эпичный. And we are so excited about where we are going. And now that you've seen or heard the overview for the World So Saga, let's talk about the war within. Так. As we all gather and explore beneath the surface, we'll find an ancient Nerubian civilization. They will be led by someone we were first introduced to in Legion, Xal'atath, a harbinger of the void. Золотат. А, это, короче, тот меч, престовское оружие ШПшников. Она получила тело эльфийки. Золотат. Окей. Какие-то видения. Нет, синематики всегда на уровне у Близов.
Так. Вот этот меч. Да. Война внутри. Приветик. Алерия. Алерия же ее зовут, я не помню. По-моему, Алерия. Тоже видел это видение. Это тень. Рубы. Золотат. Вот это как раз было, по-моему, новая зона. Азкахет. Новая зона. Остров Дорна. Новая зона. Рингинг Дипс. Не знаю. Окружающееся подземье. Hello Hall. Ух ты. А, это меч. Варбен. Таланты какие-то геройские. А, новые союзные расы. Динамические полеты. О боже. Dragonfly. Новые данжи, рейды. The fate of our world rests upon the edge of a knife. Вот золотат. Новую модельку получила. Да-да. Война внутри. Какие классные модельки. Alongside beautiful, unique underground zones, we will have challenging dungeons and raids and some new features too that are built to last. If you like exploring on your own with a couple of friends or family, we have delves. These are a variety of bite-sized experiences for 1 to 5 players that will offer endgame От 1 до 5? От 1? You may also find in your delve a familiar character who'd be willing to fight alongside you. Новый персонаж. And if you're like me and you have an obsession with alts, we have warbands. Альты, warband. With this feature, you could treat all of your characters like family and share banks, reputations, transmogs. О, все будет разделено между всеми персонажами. Наконец-то! Наконец-то! Да наконец-то! Слушайте, они меня покупают. Кастомизация новая. Героические таланты. Окей. Звучит неплохо. Фарсир, Дарк Рейнджер. Окей. Новая союзная раса. Это каменные дворфы. Одна только, что ли? А для Орды? Окей. Борода классная у них будет. Окей. Pre-purchase. Блять, оно так дорого будет стоить. В следующем году? Осенью следующего года. And lastly, I sincerely want to say, we are so excited to begin this new journey with you. Мы так рады начать новое приключение. To yours. Thank you for bringing our world to life. Ну, не то чтобы я ожидал. Новое дополнение звучит прикольно, но я ждал немного другого. Ну ладно. And now, with his own note of thanks, Mike Ibarra. Что-то еще Майк скажет. О, в толпе решил. Всем спасибо. Какие скуфы посидят, одни скуфы. О, боже. Blizzcon, be great to each other and enjoy the show. Ну вот и все. Да. Первая часть из 3 будет через год. Да, это все.
Я могу сказать одно. Они меня купили на Вове, а все остальное говно. Вот это все, что я могу сказать. Кринжатины навалили. Я думал, бенгеры одни будут. В итоге реально кринжатины навалили. Где бесплатный Вов? Где Классик Плюс? Ну ладно, отчасти Классик Плюс был. Но... Все. Blizzcon 2023 would like to thank our partners. Партнеры. Ну, короче, ребят, что я могу сказать? Крис Метсон Няша наанонсил новое дополнение, сразу целую сагу, 3 дополнения. Они будут выходить быстрее, он сказал. Вот, то есть вместо того, чтобы одно большое дополнение и несколько патчей, они, я так понимаю, решили сделать одну большую сагу, состоящую из 3 дополнений. Мне только непонятно, мне нужно будет каждую сагу, каждое дополнение саги покупать. Ничего не понятно, короче. Будем ждать конкретики. Предзаказать уже можно, нет? Давайте проверим. Я смогу вообще зайти-то, блин, подожди. Я смогу в Battle.net-то зайти сейчас. Там можно уже посмотреть. Меня пустит вообще в Battle.net. Так. Магазин. Ну, мне ничего нельзя, наверное, покупать, но, может быть, уже появится там новое... Критическое обновление. Коллекция Blizzcon. Это все фигня. Ладно, перезапускаем. Ну, короче, хер с ним. Она станет концом этой игры, и после будет начало нового. Нет. Да, хотя да, может быть, да. Там вообще хрен пойми. Ну, короче, Крис наготовил на 20 лет вперед контента потенциального. Обновление, да похер мне на эти ваши обновления. Мне бы понять, купить-то можно, и... ну, мне-то нельзя, я знаю. Но тем не менее. Уже можно предзаказать. Так, Warcraft Rumble. Классик или Вов? Ну, допустим, Вов. Вот, оформить предзаказ. Недра Азерота. Окей. Вот. И вот то, что идет. 1000 поинтов в да хватит. 1000 поинтов в Dragonfly, какая-то игрушка. Маунт. Буст по левелу. Игрушка Пэта. Что-то там еще. Специальное предложение. Подписка на 12 месяцев. Сразу к Dragonfly. Играть бесплатно. Чё? До 20 уровня. Ну да. Нет. Короче, понятно. То есть кардинально нового ничего нет. Также надо будет покупать дополнение. Тогда у меня вопрос. А сколько оно будет стоить? 90 евро, Эпик, 50 евро? То есть опять ты 6-7 в рублях. Ёбаный-бобаный. Но мне нравится внешний вид Андуина новый. А это кто? Какая-то эльфиечка няшная. С зелеными, с желтыми, фу, блин, все цвета перебрал. С синими глазами. Это высший эльф, что ли? Нарубы. Война внутри. Недра Азерота. Ну окей. Сделайте предзаказ, получите множество полезных бонусов для грядущих приключений. Во все задания входит улучшенное повышение уровня до 70-го и получившие признание игроков дополнение Dragonfly. Кроме того, издание Epic открывает гарантированный доступ к бета-тестированию, ранний доступ к... О, боже. Выйдет не позднее 31 декабря 2024 года. Через год, короче.
Будущие дополнения не входят в комплект. Сука. О, боже. Ладно, я, к сожалению, фанат, поэтому, скорее всего, куплю это говно, так же, как я купил Dragonfly в свое время. Ладно. Не предзаказывай. Да нет, предзакажу. Крис меня купил. Выглядит интересно. Как минимум в синглплеерную часть я сыграю с удовольствием. Скорее всего. Да. Каждый год по 6-7К. Ну, может, не каждый. Хотя, скорее всего, каждый. Хрен его знает. Непонятно вообще. И он вообще непонятно. Это очень спорный момент такой. У меня двоякое ощущение от этого. Я ожидал чего-то большего просто. Я ожидал бесплатный WoW для всех. А получил ни хрена. Получил, как обычная протянутая рука от Близов. Купи. Ну купи. Ну купи. Не знаю, не знаю. Не знаю, не знаю. Не знаю. Ладно. Давайте, ребят. Всем большое спасибо, что были на стриме. Как по мне, Blizzcon до моих высоких стандартов ожидания не дорос. Ну, хотя бы дном полнейшим не был. Хотя и большинство анонсов были полным калом. Увидимся завтра, ребят. На дневном стриме Хонкая и вечернем Нарутном. А после на бусти мы посмотрим первые 2 эпизода Жужутсу Кайсен. Такие дела. Всем большое спасибо, что были со мной на этом стриме. Увидимся завтра. Спокойной ночи.